Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом видео мы сделаем браслет на красном шнуре. Браслет на красном шнуре обладает магическими свойствами, защищает от сглаза, снимает порчу и приносит счастье в личной жизни. Особенно если туда повесить наши новые корейские компоненты в виде сердечка, которых у нас появилось очень много разных. Если вы ищете себе красный шнур для оберега, то вот этот вот тибетский шнур от Bitsmith идеальный вариант. Во-первых, он тибетский. В общем, неважно, на какой нитке вы будете делать свой браслет, на красный или на черный. Когда вы делаете себе такой браслет, обязательно загадайте желание. Оно сбудется в тот момент, как у нас в детстве было. Делаешь фенечку, вешаешь, и желание сбудется, когда фенечка разорвется. Когда будете делать этот браслет, обязательно загадайте желание. И думайте о нем, когда будете надевать этот браслет на руку. Вот увидите, рано или поздно, когда-нибудь оно обязательно сбудется. А этот браслет будет вам напоминать о том, что нужно двигаться к своей цели. Ну что, поехали. Мы сделаем браслет с сердечками, потому что у меня такое романтическое настроение. У нас в Greenbird вообще просто очень много разных сердечек. Вот только несколько из них. Посмотрите, можно взять любой из этих вариантов, надеть на шнур. Вот так вот выглядит красненький. Вот сердечко с фианитами, сердечко с большим фианитом, просто сердечко. В общем, разные варианты. Я хочу сейчас взять вот такое вот сердце и украсить его клеевым кристаллом Сваровски. Сделаем мы это следующим образом. Вы это уже видели миллион раз. Берем клей момент гель секундный и выдавливаем капелюсечку малюсенькую на бумажку. Берем ее зубочисткой, ставим эту капельку в уголочек сердечка, а сверху на капельку приделываем кристалл. Ровно через секунду после того, как клей схватился, я подумала, я хочу кристалл красный. Но, слава богу, у сердечка две стороны, поэтому на вторую сторону мы приклеим красный кристалл, размер SS7, цвет 227. Лайтям. Точно таким же образом возьмем чуть-чуть клея на зубочистку и поставим крошечную точечку. А на эту крошечную точечку мы приклеим наш кристалл. Вот такая красота получилась. С одной стороны красненький, с другой стороны беленький. Попутно я решила на свое сердечко приклеить еще один кристаллик. А мое колье – это просто обычная цепочка, на которой такое же сердечко надето. На самом деле, когда я это носила, подружки подумали, что это что-нибудь от Tiffany, потому что выглядит это очень круто, ювелирно и довольно дорого. А на самом деле стоит 3 копейки, но мы с вами никому об этом не расскажем. Отмотаем от катушки красный шнур такой длины, чтобы оно обхватывало запястье и оставались, ну, вот какие-нибудь вот такие вот кончики. Ну, давайте еще добавим, на всякий случай, на непредвиденные обстоятельства. И наденем сюда нашу бусину. Так, посмотрите, каким образом мы будем работать. Сейчас вот так вот 2 кончика складываем, отрежем еще один кусочек шнура, и из него сплетем сюда закрывалку. Вот таким вот образом. Перекидываем через 2 ниточки. Еще одну и плетем. Делаем узелок. Один кончик шнура пускаем сверху 2 ниточек, другой снизу. И завязываем вот такой вот узелок вокруг наших 2 ниточек. Теперь наоборот. Этот был сверху, теперь он снизу. А этот был снизу, теперь он сверху. Нырнули сверху вниз. Нырнули снизу вверх. Теперь этот снизу, правый снизу, левый сверху, ныряем сверху вниз, ныряем снизу вверх. Смотрите, слишком сильно не затягивайте, проверяйте, что вы можете, что этот узел все еще скользит по 2 кончикам шнура, которые у нас оставались. Так, вверх, вниз. Таким же образом мы плетем примерно 1,5 сантиметра замочка, а где-нибудь так ближе к кончику мы повесим вот такую вот маленькую симпатичную подвеску на маленькое симпатичное колечко. Просто чтобы это выглядело, ну, как-то более ювелирно, что ли. Вот так вот мы повесили подвесочку на колечко, закроем его и наденем ее на кончик одной из веревочек, которую мы сейчас привязываем. Вот видите, получится очень красиво и как будто бы что-то такое заводское у нас тут. И продолжаем дальше плести. Самое главное здесь не отвлекаться. Чередуем
Сначала правая сверху, потом она снизу, потом она сверху, потом она снизу. Я постоянно отвлекаюсь, хихикаю, думаю о своем желании, и поэтому мне приходится распускать и переделывать. Сначала сверху, потом снизу. Тогда будут красивые, аккуратные, ровные узелки. Так и думаю о желании. Я думаю, что где-нибудь здесь надо уже закончить. А закончим мы следующим образом. Мы отрежем кончики прямо под корень, предварительно промазав все клеем. Смотрите, у нас есть два варианта. Можно взять клей текстильный, но я ему, если честно, не очень доверяю. Если вы любитель всего такого капитального, конкретного и на долгие годы, то возьмите гель, момент. Только будьте с ним прям предельно аккуратны. Проклеить нужно будет одну вот конкретную часть, чтобы он не утек и не склеил весь остальной браслет, потому что это будет фиаско. Я возьму текстильный, потому что я загадываю, что когда браслет разорвется, сломается, значит будет апогей исполнения моего желания. Мы берем клей и сначала проклеим вот эти вот места, где шнурок состыковывается с другим шнурочком. Я должна сказать честно, я решила взять все-таки момент, потому что я ему доверяю. Посмотрите, вот здесь вот, где два шнура стыкуются, нужно вот так вот просто проклеить все и прижать. С этой стороны я приклеила моментом, с этой стороны я приклеила хималайновским клеем для текстиля. Теперь от кончика отрезаю под корень и на конец шнура наношу текстильный клей, чтобы он не пушился, не махрился и не сыпался. С одной стороны и то же самое с другой. Кончик отрезаем под корень и проклеиваем текстильным клеем. В общем, здесь есть варианты, решайте сами, что вы хотите. Момент или текстильный клей. Исполнение желания, когда рвется браслет, или браслет, который вы будете носить долго и счастливо. Посмотрите, у нас получился вот такой вот узел. В этом узле, видите, шнур свободно ходит туда и обратно. Таким образом мы его будем расстегивать и застегивать. Сейчас мы откроем его широко, достаточно для того, чтобы браслет пролез через наше запястье. Вот в этом моменте, когда браслет проходит через запястье ровно впритык, мы останавливаемся и завязываем узелок на одном кончике и на другом вплотную к вот этому вот замочку нашему. С одной стороны и с другой стороны. Завязали узел вплотную к замочку макраме. Еще раз проверили, что браслет проходит через запястье. Прям впритык. Отлично. И это то, что нам нужно. Дальше на каждый кончик мы наденем по красивой кругленькой бусинке. И точно так же завяжем еще один узелочек вплотную к бусине. С одной стороны. И завязываем узелочек со второй стороны. Чтобы его сделать прям вплотную к бусине, можно помочь себе тонкими плоскогубцами. Обрезаем кончики с двух сторон. Я решила не вплотную, а оставить небольшой хвостик. И тоже проклеиваем это все текстильным клеем, чтобы они не размахрились и не осыпались. Ну, прям вот буквально вот прям пару точечек поставили. Чисто для собственного успокоения. На самом деле здесь это, я думаю, что даже лишнее. Ну ладно. Сделали так сделали. И вот такой получился браслет. Вот так вот он закрывается. И вот так открывается. Так, желание. Сейчас, одну секунду. Так, надели. И можно его самостоятельно застегивать вот так вот. Одной рукой пальчиком прижимаем и затягиваем. И вот получилось вот так. Браслет на красной нитке, двусторонний. Сердечко такое, сердечко сякое. Желание загадано. Точно такой же браслет можно сделать и на черном шнуре, и вы не поверите, на розовом, сером, коричневом, какого угодно цвета. Берите шнуры, фантазируйте, загадывайте желания, пусть они у вас обязательно исполняются. А вы не забывайте про лайки, пишите комментарии. И не забывайте про хэштег «Птичка научила», если делаете что-то по нашим мастер-классам. Нам всегда приятно посмотреть и всегда приятно узнать, что мы были вам чем-то полезны. Пока-пока! Браслет на красном шнуре обладает магическими свойствами. Какими? Что он умеет?
Что можно сказать про красную шнуру? У меня улетучились мысли все. Если вы ищете оберег... Это что у нас, Скарлетт? Затем. Так, я должна подумать о желании, подождите. Вот как понять, вот мне сейчас верх или низ нужен? Надо просто не забывать. Я должна просто загадать желание, когда я его надеваю. Так, и думаем о желании. Обязательно думаем в этот момент о желании о своем. И чем хуже я сделаю браслет, тем быстрее исполнится мое желание. Это просто отличная тема для таких ленивых, неаккуратных девок, как я.